История Ноева ковчега — это не просто один из самых известных библейских сюжетов. Это фундаментальный миф, пронизывающий культуру множества народов. На протяжении тысячелетий искатели приключений, богословы и ученые пытались найти следы того самого судна, которое, согласно книге «Бытия», спасло человечество и животный мир от тотального уничтожения во время Великого потопа. Поиски традиционно концентрировались в районе гор Араратских, на границе современной Турции, Армении и Ирана. Недавние отчеты, опубликованные в Daily Mail, всколыхнули мировое сообщество. Исследователи заявили об обнаружении скрытых под землей тоннелей и пустот внутри знаменитого геологического образования Дуру-Пинар. Эти находки, по их мнению, не являются случайными природными образованиями. Они демонстрируют поразительное структурное сходство с описанием ковчега в Библии, включая внутреннюю планировку и многоуровневость. Если эти данные подтвердятся, мы можем стоять на пороге одного из величайших археологических открытий в истории человечества. Геологическое образование, известное сегодня как Дуру-Пинар, находится примерно в 29 километрах, 18 милях, к югу от вершины Большого Арарата. Впервые оно привлекло международное внимание в 1959 году, когда капитан турецкой армии Ильхан Дуру-Пинар заметил необычную форму в виде лодки на аэрофотоснимках, сделанных для нужд картографии. Объект выглядел как гигантское судно, впечатанное в горный склон. Однако история его открытия уходит корнями в 1948 год. После серии сильных дождей и землетрясений в этом регионе слой грязи и почвы сошел, обнажив скалистые очертания. Первым их увидел курдский пастух. В последующие десятилетия объект стал местом паломничества таких исследователей, как Рон Уайт, который в 1970-80-х годах утверждал, что нашел здесь окаменелое дерево и железные заклепки. Несмотря на скептицизм официальной науки, считавшей Дуру-Пинар естественным геологическим объектом, синклиналью, энтузиасты продолжали верить. Под слоем земли скрыто нечто искусственное. Современные исследования, о которых пишет Daily Mail, вывели поиск на новый уровень благодаря использованию неразрушающих методов зондирования. Группа американских и турецких исследователей из проекта Noah's Ark Scans применила георадар GPR и инфракрасную термографию IRT для анализа внутренней структуры объекта. Георадар позволяет посылать электромагнитные импульсы глубоко под поверхность Земли. Отраженные сигналы создают трехмерную карту плотности, выявляя пустоты, стены и инородные включения. Инфракрасная термография, в свою очередь, фиксирует разницу температур, которая возникает из-за различных материалов под почвой. Камень, пустоты и органические остатки остывают и нагреваются с разной скоростью. Именно эти технологии позволили исследователям заявить, что внутри формации скрыта сложная сеть коридоров. Главным открытием последних лет стали угловатые структуры и тоннели, обнаруженные на глубине до 6-20 метров. Эндрю Джонс, независимый исследователь и руководитель группы сканирования, подчеркивает, что выявленные пустоты не хаотичны. Они образуют четкий паттерн, сеть параллельных и перпендикулярных линий, которые сходятся к центральной открытой камере, названной исследователями атриумом. По словам Джонса,
Такие структуры невозможно объяснить естественными процессами выветривания или движением ледников. Природные скальные образования обычно имеют сглаженные или хаотичные формы, в то время как здесь датчики фиксируют прямые углы и симметричные перегородки. Обнаруженные тоннели достаточно велики, чтобы по ним мог пройти человек, и они тянутся от носа судна к его центру, что идеально вписывается в логику постройки гигантского грузового отсека. Самое интригующее в находке — это то, как результаты сканирования соотносятся с текстом книги Бытия. В Библии, Бытие 6, от 14 до 16, Бог дает Ною четкие инструкции. «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей». В переводе на современные меры, если использовать стандартный локоть, длина судна должна составлять около 157 метров, 515 футов. Измерения объекта Дуру-Пинар практически идеально совпадают с этими цифрами. Более того, Библия упоминает 3 яруса, палубы и внутренние отсеки, гнезда. Данные георадара подтверждают наличие 3 четко выраженных уровней пустот. Это именно то, что вы ожидали бы увидеть, если бы это было рукотворное судно, построенное по библейским спецификациям, заявляют исследователи в интервью СМИ. Помимо визуального сканирования, команда провела анализ почвы и геохимические тесты. В 2024 году было собрано и проанализировано 88 образцов грунта с разных участков формации. Результаты показали аномально высокое содержание калия и морских отложений. Высокий уровень калия в определенных точках может свидетельствовать о процессе разложения огромного количества древесины, которая со временем заместилась минералами, петрификация. Также исследователи обратили внимание на биологическую странность. Трава, растущая непосредственно над корпусом ковчега, осенью желтеет иначе, чем на окружающих склонах. Это указывает на то, что под тонким слоем почвы находится иная порода или структура, которая влияет на дренаж и питание растений. Исследователи полагают, что под землей находятся остатки палубы, которые за тысячи лет превратились в камень, но сохранили форму и химический след исходного материала. Местоположение Дуру-Пинара само по себе является аргументом для сторонников подлинности находки. Библия говорит, что ковчег остановился на горах Араратских во множественном числе. Это указывает на регион, а не на конкретный пик. Гора Арарат — это спящий вулкан, и многие ученые-креационисты полагают, что судно могло причалить к более низким предгорьям, чтобы избежать экстремальных условий вершины. Регион Дуру-Пинар находится в зоне тектонической активности. Согласно гипотезе исследователей, ковчег мог быть законсервирован в грязевом потоке вскоре после потопа. Холодный климат высокогорья, объект находится в замороженном состоянии около 6 месяцев в году, способствовал сохранению органики. Постепенно древесина пропитывалась минералами из богатой солями почвы, превращаясь в своего рода каменный слепок оригинального судна. Несмотря на громкие заявления, официальное научное сообщество в большинстве своем остается скептичным. Геологи утверждают, что Дуру-Пинар
Это классическая геологическая формация, созданная эрозией и движением земной коры. По их мнению, тоннели могут быть природными трещинами в породе или линзами мягких осадочных пород, которые вымылись водой. Исследователи из Noah's Ark Scans парируют эти доводы, указывая на симметрию. Природа редко создает объекты длиной в 150 метров с повторяющимися внутренними геометрическими структурами. Они также отмечают, что если бы это была просто скала, GPR показал бы монолитную структуру, а не сеть пустых комнат и коридоров. Дискуссия продолжается уже 60 лет, и только прямой доступ к внутренностям объекта может поставить точку в этом споре. Следующий этап исследований, о котором сообщает Daily Mail, обещает быть самым захватывающим. Эндрю Джонс и его команда планируют получить разрешение на бурение небольших отверстий в ключевых точках формации. Цель состоит в том, чтобы опустить внутрь обнаруженных пустот микроскопические камеры высокого разрешения. Наша цель не просто сканирование или анализ почвы. Мы хотим попасть внутрь, заявляет команда. Визуальное подтверждение наличия внутренних перегородок, остатков сена или костей животных внутри атриума стало бы окончательным доказательством. Однако получение разрешений на археологические работы в этом регионе Турции – процесс долгий и сложный из-за политической и культурной значимости объекта. Обнаружение тоннелей, соответствующих библейским описаниям, вновь раздуло пламя интереса к тайне Ноева ковчега. Для миллионов людей по всему миру это не просто археологическая загадка, а вопрос подтверждения основ веры. Для ученых же это вызов — найти объяснение феномену, который так упорно не вписывается в стандартные геологические модели. Если Дурупинар действительно скрывает в себе остатки легендарного судна, это изменит наше представление о ранней истории человечества, о глобальных катастрофах прошлого и о точности древних текстов. Пока же тоннели остаются скрытыми под толщей турецких гор, храня молчание и ожидая момента, когда современные технологии позволят окончательно сорвать покров тайны с этого загадочного каменного корабля.